Хочу начать это видео с того, что... Ура! Вторая часть моей любимой ПТСР гачи игры по вселенной ГФЛ вышла! Ожидания были долгими, конечно, но выход глобального сервера произвел хорошее впечатление. Да, я буду в этом видео защищать свою любимую гачи херню. Что это вообще за игра? Кажется, что для понимания мне стоило бы изначально делать видео по первой части вселенной Girls Frontline, а затем уже по второй, но... Садимся за то, что хочется рассказать сразу здесь и сейчас. Я совсем недавно только закончил проходить все 6 глав, доступные после выхода игры 3 декабря, зачитавшись этим долбанным сюжетом. И это не видео по рассказу сюжета, я же не буду размусоливать килотонны текстов этой новеллы из прошлой части, как, например, инцидент бабочки, начало Третьей мировой войны, реверс коллапс и что там происходило, технологический прогресс создания тактических угол, нейронное облако, стороны конфликтов, сюжетные события первой части, Стоп. Да и скорее лучше найти более компетентный канал, в котором рассказывается весь сюжет этой вселенной, нежели у меня. Я же беру за аспекты геймплейного характера, конкретной на данный момент второй части. Недавно мой друг Дигрейн выпустил авторский пересказ сюжета второй части, советую заценить. Girls Frontline 2 Exilium. Это своего рода XCOM, только проще и легче. Стоит заранее понимать, открыв это видео, мы входим в гачи-культуру со своими замашками. Типа сбор ресурсов в большом количестве, затрачиваемая энергия на действие, конкретные персонажи, которыми можно играть и которых китайцы нам дали. Ну или короче ставить все бои на автоматику и дать вашему ИИ проиграть за вас. Кстати, очень приятный момент в механике игры из XCOM, которым всеми известная тактика отличается, это отсутствие процентов. Нет, не так. Отсутствие процентов точности. Вместо них проценты завязаны на вопросах укрытия персонажа от атаки, насколько хорошо в процентном плане нанесется урон, благодаря скиллам и тому подобное. То есть, у персонажа есть изначальный уровень защиты, который нужно пробить игроку. Когда щит опускается до нуля, персонаж начнет впитывать весь максимум, который может дать атака. А восстанавливать защиту могут саппорты и некоторые способности персонажей. Также защиту может восстановить пропуск одного хода. На картах всегда расставлены укрытия как нормальные, так и те, что разрушатся после нескольких атак или от использования гранат, скиллов, что заставляет выбирать позиции более разумно. Поскольку это пошаговая тактика, нужно думать над своими действиями. Ну, или перекачать персонажей уровнем, бежать сломя голову и одной атакой всех сносить. Или вообще включить автобой и вовсе не думать. Тут уж как вам будет удобнее. Говоря про персонажей, стоит сказать, что есть 4 класса поддержки. Бульварки, вангварды, саппорты, сентинелы. Булваркс, ну или как еще на английском вы можете это прочитать. Это живучие юниты, накидывающие бафы союзникам и умеющие контратаковать, когда их атакуют. Вторые вангварды, мобильные на большое количество клеток заход персонажей с большим уроном в ближнем бою. Укрытия для юнитов ближнего боя не важны, и они вливают урон вне зависимости от нахождения противника в укрытии. Саппорты, думаю, пояснять, что они делают, не нужно. И сентинелы — это топ-дамагеры команды. Говоря про вторую часть, нельзя не упоминать первую в тех или иных деталях, которые были ранее. Если смотреть конкретно в сравнении, то игра выросла над собой. Теперь это не маленькая мобильная пошаговая стратегия с бегающими чиби-девочками, стреляющими по роботикам, желающим убить нас, с разнообразием выбора персонажей, почти 400 тактических кукол, плюс вторая фракция сангвисфериев, более 100 юнитов, плюс феи, накидывающие бафы и эффекты на отряды, выставлением артиллерии и, блять, танк! И стоит пометить, раньше все было в отрядах. Собираешь несколько эшелонов, тратишь ресурсы на еду и боеприпасы и вперед. Решать головоломки определенных сложностей, выполняя поставленные задачи. Теперь же персонажи здесь полноценно прописаны, если говорить конкретно про тех, что фигурируют в сюжете. Да, перенесли далеко не всех персонажей, мягко так сказать. Некоторые не дожили до второй части, но теперь вместо более сложных выборов, кого ставить в эшелон и как они будут играться для сражения, идет простое понимание роли персонажа и 4 способности, первой из которых это просто самая стандартная атака. Мы ведь говорим о гачи-игре, держите это в голове всегда. Здесь будут милые девочки, никуда вы от этого не денетесь. Для глобального сервера, конечно, персонажей очень мало. И от китайского мы отстаем на 19-20 персонажей общего пула, как я помню. Ну и на том спасибо.
Фигурирующих персонажей, которые мы используем, вообще несколько. Это Гроза из первой части, тактическая кукла, которая спустя 10 лет после событий первого осталась командиром, то бишь с нами. Кролик с Немезис, который является отличнейшим тандемом понимания друг друга и издевок от Немезис над тем, что кролик приходит на перестрелку с мечом. Их перепалка самая веселая часть, которая происходит в диалогах. Шикан. ベストパートナーであるキャロリックのお目覚めだね。ベストパートナーですって？いや、つまり素体の調子は。まあまあね。前のやつよりかは身軽よ。Кролик хоть и наглый, но единственный переводчик другого персонажа, сохраняя шиперинг общением. Немезис が敵がまだ残ってるって。総員警戒。ありゃりゃ。Немезис на данный момент пока неизвестно, что он из себя представляет, честно сказать. Кольфне или Кольфе. Короче, читайте как хотите. Гольф. Подкинутый сюжетом сюрприз, у которой оказывается буквально ПТСР из-за потери прошлого отряда, будучи медиком и желающий убивать варягов, одну из фракций в игре, которая чаще всего нам попадается из противников. Но сама по себе она настолько позитивный персонаж, что видно, явно персонаж подозрительный сам по себе. В ней что-то есть. 跡形もなく消えちゃったんですよ。ここへ戻る前に周辺の環境を一通り観測してみたの。ブージャムが消えた場所には何の異常も見られなかったわ。異常な点ならあったじゃないですか、隊長。無視しないでくださいよ、隊長。コルフェ、今はポートベストでの戦闘状況を報告しているの。でも本当にあったけどな。И в завершающей на данный момент шестой части Вепли является своего рода айдолом в поисках признания, будучи боевой, тактической куклой с дробовиком Вепрь 12. Есть еще, конечно, ивентовые девочки, но мне это конкретно не было интересно, поэтому их в расчет не беру. Да, там один из персонажей это та, что была в прошлой части. Но я надеюсь, будут свои люди, которые пояснят обо всем этом. А еще у нас есть главная звездочка в команде, как Мэйлин. Маленький техник, который ебашит 24/7 в сутки бесперерывно и пьет бухло. Блин, командир, нужно 24 часа, чтобы улучшить стол для рапортов. Короче, командир, с тебя бутылка саки, и за 2 часа отремонтирую, и эта рухлядь будет ехать со скоростью света. Блять, китайцы. В игре довольно равномерно кидаются противники, если начинать по столкновению фракций по типу элидов, мутанты, что на зараженных зонах нападают на всех подряд, варяги, несплоченные бандиты, что разбрелись по нашему миру, чтобы грабить, являются своеобразными наемниками, в общем, классические ребята. И третья сторона, лично на мой взгляд, пока не ясна как фракция, чтобы ее описывать и давать какое-то конкретное название, ибо сюжетно рассказывается, что из первой части наша ЧВК Гриффин и Крюгер распалась, и появились мелкие организации, у роботов из которых можно увидеть эмблемы нашей ЧВК, которая даже у нас на нашем пиздатейшем поезде нарисована. Поэтому сложно говорить про стороны конфликтов. Думаю, в дальнейшем сюжете будет показано больше, чем на данный момент, чтобы говорить с точными выводами. Кстати, действие происходит на нашей планете, а не где-то в выдуманном мире, что придает немного реализма в событиях. Я такое люблю. Да и говоря между нами, события в игре происходят в Украине. Задумайтесь, китайцы уже что-то знают, предсказали наперед. Я отмечал в геймплейной части, что игра это XCOM, но с гачей и с нюансами. Тут стоит дать немного времени к вопросу менеджмента ресурсов, ведь не одними, к сожалению, сражениями будем сыты в гача играх. И
Уж извините, опять придется дать пару слов за первую часть. Это уже какой-то обзор сразу обеих частей одной серии Гача Вселенной, господи. Ранее у нас были 4 ресурса, которые нам необходимо было собирать для того, чтобы тратить их на создание тактических кукол на фабриках. Это если кратко, углубляться не будем. Теперь же все специализированное. Вот вам симуляторы, куда можно сбагривать вашу энергию, чтобы получать рапорты для улучшения кукол, оружия. Отдельно симулятор на сбор карточек на поднятие предела уровня кукол. Боже, спасибо, что то же самое не нужно делать с оружием. Уровень оружия в пределе завязан на кукле и вашем уровне как игрока. Отдельный симулятор на модуле под каждый тип оружия. Привет, первая часть с упрощенной системой 3 слотов на куклу. Теперь у нас каждое оружие у каждой куклы имеет свои характеристики, которые можно увеличить вместе с прицелами, насадками, тактическими блоками и рукоятками. А еще нейроны прокачать частями от дублей через гачу. По-другому девочки теперь не выбиваются. Взяли систему гачи, как в гашне, лишь бы заносили. По оружию можно сказать, что Мика Тим явно увидела потенциал от Таркова и взятого рядом арены Breakout с желанием делать свои, вот тут в кавычках, тактикульные сборки. Но я не могу сказать, что это выглядит некрасиво, особенно когда, собрав оружие, во время миссии ты видишь это самое оружие со сборкой у своих токсических кукол. А еще по игре хочу отдельно пару слов за энергию этому Южонгу нахуй. Был бы ты человек, блять. Какие 5 минут за одну энергию, сука. 180 энергии всего, и даже за поднятие уровня энергия заполняется на жалкие 30 пунктов. 15 часов для полной энергии, блять, ты охуел. Ранее ограничений по прохождению отсутствовали. Они выглядели, ну, условно номинально. Вот есть уровень и предельная сила для эшелонов, которая нужна, чтобы проходить. Ты либо пытайся превозмогать, либо прокачивай твоих кукол для того, чтобы подняться до этого самого числа силы. А теперь ограничения по уровню. Какая прелесть. Некрасиво. Немного по катсценам. Катсцены сделали просто хорошо, окей? Не накинули графики, ебать, сколько лишь бы было. Я не графодрочер, предпочитаю наблюдать за анимациями, и, на мой взгляд, сделано реально хорошо. Все эти анимации, действия персонажей, мимика, конечно, хромает в конкретных сценах, но мне понравилось. Надеюсь, что катсцен в дальнейшем будет больше. Порой можно увидеть мыло прям такого смачного, что порой можно спросить: боже, что это? Но в целом все круто сделано, жаль, что коротко. По музыкальному сопровождению пока большого количества слов точно не будет, ибо сделано мало, и именно в сюжетных ивентах устраивали взрыв мозга от того, насколько классно можно сделать музыку, как в прошлой части. Спасибо Vanguard Studios за те самые треки, но боевые треки непосредственно звучат круто. Я хочу найти их отдельно и скачать себе. К вопросу повествования у меня претензий нет. Напоминаю уже в очередной, боже упаси, раз, что это гача игра. И если с чем можно сравнивать, так это с первой частью, которая, повторюсь, поднялась выше головы. Теперь персонажи не статичные картинки, которые будут менять свое лицо после сказанной фразы, которую ты как игрок будешь читать. Во время разговоров персонажи хоть и не столь активно, но используют мимику настолько, насколько выделили, видимо, бюджета. Когда персонажи говорят и голосом меняется тон, то и визуально, наблюдая за персонажами, ты видишь, как они в тот же момент меняются в улыбке, злости, сомнении и всеми этими эмоциями. Вау, мобильные игры могут быть лучше, чем они есть. Да, тут неполноценная мимика лица, открытие рта, двигающиеся глаза, игра бровями, ну так, классическая. Но опять же, вопрос в сравнении. Мы говорим про развитие первой части с переходом во вторую, поэтому здесь проделана хорошая работа. Озвучка диалогов полная. Спасибо, наконец-то. В вопросе повествования нужно знать заранее одну вещь. То, что происходит во второй части, это не является завершением первой. Я все не понимал, как мне составить в этом моменте предложение. Я имел в виду, что в первой части сюжет еще не до конца завершен, но скоро это должно произойти, по идее. Что касается второй части, то повествование идет размеренное. Нет прыжков во времени, который может сбить понимание происходящего в сюжете. Посмотрим, конечно,
как будет дальше, но пока все good. Я вдуплил в эти 6 глав с легкостью, значит любой другой точно сможет. Пару слов про ивент. Это охереть какой подъем. Огромнейший. 3 вариации геймплея, 2 из которых, конечно, схожи. Эти футажи будут прямо сейчас на экране. Патрули, где ходы нужно делать, и собирать бонусы, тратя хп, когда ходов 0, дабы добраться до финального босса. Но самая откровенность в третьем геймплее — это копия гачи игры Ники. О, это, конечно, рофл. Не сюжетный, чисто под ивент режим, чтобы получить награды в ресурсах и донатной валюте. Надеюсь, что в дальнейшем будут и далее ивенты с несколькими режимами. Подобное было в первой части, но это буквально проба пера. Но проблема была в том, что до такого нужно было еще дойти, пройдя миссии в дальнейшем, а то и вовсе пройти сюжет ивента полностью. Поэтому тут это легендарочка просто. Забавно. Южон почти под каждым сюжетным ивентом делал подобные мини-игры внутри первой части, когда изначально суть игры в пошаговой стратегии. И видя подобное, ты удивлялся, почему такое не сделали ранее. Что ж, Girls Wonderland 2 Exilium, невзирая на мое личное, не очень, скажем так, мнение по гачам, является одной из моих любимых игр. Как и первая часть, это большая вселенная, которая подарила мне действительно много эмоций с того времени. С 19-го года, когда я вошел в эту вселенную. Те сюжеты, из-за которых ты замирал от происходящего, был шокирован, узнавая определенные события в игре, как твоих любимых тянок убивают, куда они пропадают и тому подобное, ты с замиранием сердца читаешь, что происходило дальше. Да, я влез в эту вселенную не без удовольствия и не жалею о потраченном времени, которое оно у меня заняло. И вот говоря это на эмоциях, вспоминая первую часть, я просто надеюсь, что вторая часть меня не подведет, поэтому я рекомендую попробовать эту игру. Особенно если вам нравятся тактики и стратегии. Спасибо, Girls Online, за этот путь. Ты выросла, я вырос. Скоро первая часть завершит свой сюжет. Анонсировали, как я понимаю, последний крупный ивент, который должен будет закрыть дыру между первой и второй частью сюжетной, чтобы от первого полноценно переходить ко второму. Это было незабываемо. Спасибо бустерам за то, что они у меня появились. Ну а вам же спасибо за просмотр. Пока.